Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас в очередной детской сказке под названием «Три медведя». Как всегда, я буду читать сказку и задавать вопросы по ходу чтения. Ваша задача – стараться отвечать на вопросы раньше меня. Используйте для ответа одно слово или часть предложения. Давайте начнем. Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой. Да не нашла, а пришла в лесу к домику. Кто ушел из дома в лес? Одна девочка ушла из дома в лес. Две девочки ушли в лес? Нет, одна девочка ушла в лес из дома. Куда ушла девочка? А девочка ушла из дома в лес. Откуда ушла девочка? Девочка ушла из дома. Что случилось с девочкой в лесу? Она заблудилась и стала искать дорогу домой. Куда стала она искать дорогу? Стала она искать дорогу в ресторан? Нет, стала она искать дорогу домой. Нашла она дорогу домой? Нет, она не смогла найти дорогу домой. Что нашла девочка? Девочка нашла домик в лесу. Куда пришла девочка? Девочка пришла к домику в лесу. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла. Дверь была закрыта? Нет, дверь была открыта. Дверь была отворена. Что сделала девочка? А девочка посмотрела в дверь. Что увидела девочка? А девочка увидела, что в домике никого нет. Пошла девочка дальше гулять по лесу, или она вошла в домик? Она вошла в домик. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец. Звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше. И звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу. Сколько медведей жили в том домике? А в том домике жили три медведя. Кем был первый медведь? А первый медведь был отцом. Как звали первого медведя? Первого медведя звали Михаил Иванович. Каким был Михаил Иванович? Он был большим и лохматым. Кем был второй медведь? А второй медведь оказался медведицей, девушкой. Какой была медведица? А медведица была поменьше. Как звали медведицу? Медведицу звали Настасья Петровна. Кто же был третьим медведем? Третьим медведем оказался Мишутка. Мишутка был большим медведем или маленьким? Конечно, Мишутка был маленьким медвежонком. Где были медведи? Они ушли гулять по лесу. Куда ушли гулять медведи? Медведи ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты. Одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе 3 чашки с похлебкой. Сколько комнат было в домике? В домике том было 2 комнаты. Одна столовая, а другая спальня. Куда сперва вошла девочка? Девочка вошла сперва в столовую. Что увидела девочка в столовой? Она увидела 3 чашки с похлебкой. Девочка увидела 5 чашек? Нет, она увидела 3 чашки. С чем были чашки, которые увидела девочка? Те чашки были с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровнина. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Первая чашка была большая или маленькая? Первая чашка была большая.
Чья это была чашка? Это была чашка Михаила Ивановича. Вторая чашка была побольше или поменьше? Вторая чашка была поменьше, и она принадлежала Настасье Петровне. А что насчет третьей чашки? Она была большой или маленькой? Последней была чашечка Мишутки. Она была маленькая и синенькая. Какого цвета была третья чашка? Синего. Мишуткина чашка была синего цвета. Сколько ложек лежало на столе? А на столе лежало 3 ложки. Одна большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Что сделала девочка? А девочка сперва взяла большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Затем взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки. Чья похлебка девочке понравилась больше всего? Мишуткина. Похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола 3 стула. Один большой, Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасьи Петровнина, а третий маленький, с синенькой подушечкой, Мишуткин. Что захотела сделать девочка? А девочка захотела сесть. Что она увидела? Увидела она 3 стула. Один большой, другой поменьше, а третий маленький, с синенькой подушечкой. На каком стуле лежала подушечка? На самом маленьком стуле, который принадлежал Мишутке. Какого цвета была подушечка? Подушечка была синего цвета. Она была синяя. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Куда сперва полезла девочка? Сначала она пыталась залезть на большой стул и упала. Куда потом пыталась сесть девочка? Она пыталась сесть на средний стул. Смогла ли сесть на средний стул девочка? Или она упала? Да, она смогла сесть на средний стул, но там было очень некомфортно. Куда наконец-то села девочка? Она села на маленький стульчик с подушечкой и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Что взяла девочка? Девочка взяла черную чашечку и стала наливать похлебку. Нет, она взяла синенькую, а не черную чашечку на колени и стала есть, а не наливать похлебку. Там уже была похлебка. Съела ли она всю похлебку? Да, она съела всю похлебку. Что стала делать девочка после того, как съела похлебку? Она стала качаться на стуле. Что случилось со стульчиком? Стульчик проломился, и девочка упала на пол. Кто сломал стульчик? Мишутка? Нет, девочка, когда качалась на стульчике, сломала его. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли 3 кровати. Одна большая, Михаила Ивановича, другая средняя, Настасья Петровнина, третья маленькая, Мишенькина. Что сделала девочка после того, как упала и сломала стульчик? Она просто встала, подняла стульчик и ушла в другую комнату. Что она увидела в горнице? Девочка увидела 3 кровати. Сколько кроватей стояло в горнице? В горнице было 7 кроватей? Конечно, нет. Она увидела 3 кровати. Одна была большая, другая средняя и третья маленькая. Девочка легла в большую
Ей было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. Куда сперва легла девочка? А девочка сперва легла в большую кровать. Было ли ей комфортно? Нет, ей было слишком просторно. Понравилась ли ей средняя кровать? Тоже нет, она была слишком высокой. Пришлась ли по душе девочке маленькая кроватка? Да, она пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Куда пришли медведи? А медведи пришли домой. Медведи были сытые или голодные? Они были очень голодные и захотели обедать. Большой медведь взял чашку, взглянул и заревел страшным голосом: «Кто хлебал в моей чашке?» Что сделал большой медведь? Он взял чашку, взглянул и заревел. Каким голосом заревел медведь? Он заревел страшным голосом. Что проревел медведь? Он проревел: «Кто хлебал в моей чашке?» Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала, не так громко: «Кто хлебал в моей чашке?» Что сделала Настасья Петровна? Она посмотрела на свою чашку и зарычала. Как зарычала Настасья Петровна? Она зарычала не так громко. Что прорычала Настасья Петровна? Она прорычала: «Кто хлебал в моей чашке?» А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тонким голосом: «Кто хлебал в моей чашке и все выхлебал?» Что сделал Мишутка? А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал. Как запищал Мишутка? Он запищал тонким голосом. Что пропищал Мишутка? Он пропищал: «Кто хлебал в моей чашке и все выхлебал?» Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Куда взглянул Михаил Иванович? Он взглянул на свой стул. Что сделал медведь после того, как взглянул на свой стул? Он зарычал. Каким голосом зарычал медведь? Медведь зарычал страшным голосом. Что прорычал медведь? А он прорычал: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Настасья Петровна взглянула на свой стол или на стул? Она взглянула на свой стул. Почему Настасья Петровна зарычала? Потому что кто-то сдвинул его с места. Что прорычала Настасья Петровна? Она прорычала: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал: «Кто сидел на моем стуле и сломал его?» А что сделал Мишутка? Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал. Что пропищал Мишутка? Он пропищал: «Кто сидел на моем стуле и сломал его?» Медведи пришли в другую горницу. «Кто ложился в мою постель и смял ее?» – заревел Михаил Иванович страшным голосом. Куда пришли медведи? Медведи пришли в другую горницу. Что прорычал Михаил Иванович? Он прорычал: «Кто ложился в мою постель и смял ее?» «Кто ложился в мою постель и смял ее?» – зарычала Настасья Петровна не так громко. А что сделала Настасья Петровна? Она легла в кровать и уснула? Нет, она прорычала: «Кто ложился в мою постель и смял ее?» А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом: «Кто ложился в мою постель?» Что сделал Мишутка? А он подставил скамеечку и полез в свою кроватку. Что пропищал Мишенька? Пропищал он: «Кто ложился в мою постель?»
И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут. «Вот она! Держи, держи! Вот она! Ай-яй-яй! Держи!» Мишутка увидал мальчика или девочку в своей кроватке? А Мишутка увидел девочку в своей кроватке и завизжал. Как завизжал Мишутка? Так, как будто его режут. Что закричал Мишутка? Он прокричал: «Вот она! Держи! Держи! Вот она! Ай-яй-яй! Держи!» Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Оно было открыто. Она вскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее. Хотел ли Мишутка подружиться с девочкой? Нет, он хотел укусить ее. Что сделала девочка? А девочка проснулась, открыла глаза и бросилась к окну подальше от медведей. Окно было закрыто? Нет, окно было открыто. Девочка убежала через дверь? Не-а. Девочка выскочила в окно и убежала. Смогли ли догнать медведи девочку? Нет. Медведи были настолько растеряны, что не смогли догнать девочку. На этом и заканчивается наша сказка «Три медведя». Не забывайте слушать сказку минимум 10 дней подряд. Приступайте к следующей сказке, только если вы на 100% понимаете смысл этой истории. Этот чудесный метод изучения грамматики незаметно приведет вас к успеху. А на этом все. Увидимся в следующих выпусках.